Всем привет, ребята! Давно не снимал для вас видео, и как только появилось свободное время, решил потратить свой выходной и снять то, что обещал. На предыдущем видео про девятое поколение героев вы совсем недавно набрали 200 лайков. Кто еще не видел его, ссылка у вас сейчас появилась в правом верхнем углу экрана. Как и обещал, при первой же возможности снимать для вас ролик про десятое поколение героев, которое появляется на 700-й день игры вместе с войсками 12 уровня. Так что присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек и давайте начинать. Прежде чем мы начнем обсуждение, хочу сказать пару слов. Честно говоря, сейчас на игру становится крайне мало времени. Довольно сложно поддерживать игровой тонус летом, когда очень много работы, а сезон дачи шашлыков тоже никто не отменял. Но все же я стараюсь не пропускать важные игровые события. И здесь мне очень помогает моя команда, за что огромное спасибо. Если у меня нет возможности участвовать в каком-либо мероприятии, ребята часто выручают и делают это за меня. Как я уже говорил в предыдущем ролике, я собрал необходимое количество алмазов для VIP 12 уровня и полностью перестроил свою тактику как и в донате, так и в использовании ресурсов на событиях. Раньше я их мог копить 2-3 месяца, чтобы занимать первое место в событии Король Ледяного Поля. В течение 7 дней я брал ежедневный топ-1, получал алмазы за каждый день, а также занимал первое место по итогу мероприятия, как среди своего сервера, так и среди участвующих государств. Сейчас я играю по другой тактике. Времени ожидания стало значительно меньше. Честно говоря, я устал месяцами ждать момента, когда смогу использовать все накопления, и теперь стараюсь получать от игры максимум. Сейчас я коплю чуть больше месяца, но при этом получаю примерно 150-200 тысяч алмазов ежемесячно благодаря новой тактике. Если вам интересна эта тактика, обязательно напишите об этом в комментариях. Если я увижу хороший актив, то сниму для вас отдельный обучающий ролик, в котором подробно расскажу про свою обновленную систему накоплений и использования ресурсов. Вступление получилось довольно-таки длинным, но вы уж извините. Сейчас я не так много выпускаю ролики, поэтому решил поделиться с вами этой информацией. Ну а теперь давайте переходить к основной теме. И по традиции, раз на прошлом ролике вы быстро набрали 200 лайков, давайте на этом попробуем набрать уже 250. Когда в следующем видео мы подробно обсудим 11 поколение героев, на котором я играю сейчас. Поверьте, там тоже есть о чем рассказать. Как я уговорил уже ранее, 10 поколение героев появляется приблизительно на 700-й день игры, вместе с войсками 12 уровня. Мы с вами получаем трех новых героев. Лучницу Бланшет из Колеса Фортуны, пехотинца Грегори, осколки которого добываются в событиях Король Ледяного Поля, а также на стадиях подготовки и битвы СВС, и копейщицу Фрею из Зала Героев. По классике скажу следующее. При большом донате вам необходимо собирать всех трех героев каждого поколения. Но мой уровень доната, как и у большинства зрителей моего канала, не позволяет полноценно развивать сразу троих героев. Осколки еще можно собрать, но без высокого уровня виджетов особого смысла в этом нет. Именно поэтому я обычно делаю выбор в пользу двух героев. И давайте посмотрим, кого я выбрал для себя в 10 поколении. Если вы пользовались моими рекомендациями из предыдущих роликов, то к старту 10 поколения у вас должны быть три основных героя, а именно лучник Брэдли из 7 поколения, пехотинец Гато из 8 поколения и копейщик Фред из 9 поколения героев. И давайте начнем с первой обязательной, по моему мнению, замены. Это Гато. Его мы можем смело менять на Грегори из 10 поколения героев, осколки которого добываются в событиях Король Ледяного Поля, а также на стадиях подготовки и битвы СВС. Именно Грегори мне понравился больше всего среди героев 10 поколения. Если говорить о навыках освоения, то первый навык, каменный меч, наносит урон по области, отбрасывает ближайших врагов назад и оглушает их на 1 секунду. Второй навык является шансовым и с вероятностью до 50% позволяет вдвое снизить получаемый урон. Третий навык увеличивает наносимый урон до 24% на 5 секунд после поражения Грегори, тем самым усиливая атаку оставшихся в живых войск. Кроме того, Грегори мне помог пройти несколько дополнительных этапов освоения и отлично сочетается как с Фредом, так и с Гато на первой линии. Что касается экспедиции, то навык Легион Солнца увеличивает атаку и защиту войск. Помимо этого, шансом до 25% Грегори может нанести критический удар во время атаки, а третий навык снижает получаемый пехотой урон до 20%. В целом, герой отлично себя показывает как и в освоении, так и в экспедиции. Гато из 8 поколения был хорошим пехотинцем, но уже стал уступать по базовым характеристикам и нуждался в замене. Грегори стал для него достойной заменой. Что касается навыка виджета, то в освоении навык «Непробиваемая броня» увеличивает защиту героя до 50%, а в экспедиции смертоносность войск в гарнизоне возрастает до 15%. Лично я ему сделал виджет 7 уровня с упором на освоение и считаю, что это полностью оправдало потраченные ресурсы. Дальше повышать я его уже не планирую. Следующий герой, который мы с вами обсудим, это копейщица Фрея. И, вероятно, именно она стала для меня самым неоднозначным героем 10 поколения. Честно говоря, я долго думал, как поступить с этим персонажем.
С одной стороны, у меня уже был Фред из 9-го поколения, на которого я сделал основной упор в плане виджетов. Практически все ресурсы в рамках 9-го поколения ушли именно на него. С другой стороны, Фред также обладает хорошими атакующими навыками в освоении и неплохо себя показывает в экспедиции. Не взяв Фрея в 10-м поколении, мне вероятнее всего придется играть с Фредом вплоть до 12-го поколения героев. И в итоге я решил поступить именно так. В 11-м поколении появится копейщик Ллойд, осколков которого у меня накопилось уже достаточно много. Я до сих пор периодически думаю, стоит ли вкладываться в него или нет, но пока окончательное решение еще не принял. Тем не менее, отказаться от Фрея я решил еще по одной важной причине. Дело в том, что Фрея добывается из зала героев, а значит для ее полноценного развития потребуется потратить 1075 осколков героев. При этом уже в 11-м поколении нас ждет обязательный герой из зала героев. Это лучник Руфус. На мой взгляд, этот персонаж, которого прокачивать необходимо абсолютно всем игрокам, не в зависимости от уровня доната. Неважно, играете вы без вложений или активно донатите. Ваша задача сделать Руфуса максимально сильным, как и по осколкам, так и по уровню виджета. Именно поэтому перспектива 2 поколения подряд тратить по 1075 осколков героев показалась мне не самой удачной идеей. По этой причине я решил остановиться только на 2 героях 10-го поколения и отказаться от развития Фреи. При этом вы вполне можете выбрать другой путь. Фрея остается актуальной примерно до 12-го поколения героев и способна показать хорошие результаты как и в освоении, так и в экспедиции. Более того, если вы решаете делать упор именно на Фрею, то можете и вовсе отказаться от получения лучницы Бланшет из 10-го поколения героев, которая выпадает из Колеса Фортуны. И сейчас я объясню, почему такой вариант вполне имеет право на жизнь. Лучница Бланшет добывается из Колеса Фортуны. Именно поэтому улучшать ее довольно-таки просто, для этого понадобится только алмазы. В 10-м поколении героев я решил сделать ставку именно на Бланшет и Грегори. Долгое время я хотел перестроить свой стиль игры и уйти от привычной для себя пропорции в 60% пехоты и 40% копейщиков, без использования лучников. Именно с появлением Бланш этот момент наконец настал. Благодаря ей я смог активно использовать лучников в своих составах и перейти на более сбалансированные пропорции войск, что заметно изменило мой подход как и в PvP, так и к некоторым другим игровым режимам. Если говорить о навыках освоения, то первый навык наносит до 280% урона от атаки сразу по 3 целям. Второй навык наносит до 140% урона от атаки по области, а третий увеличивает наносимый урон до 50% по мере снижения здоровья противника. Виджет Бланшет усиливает ее основной навык освоения и увеличивает скорость атаки до 25%, что делает героя еще более эффективным. В освоении были этапы, где мне требовалось сразу 2 сильных лучника, и Бланшет отлично закрывал эту потребность вместе с Брэдли. Если же требовалось 3 лучника, то третьим я ставил Хендрика из 8-го поколения. Что касается экспедиции, то здесь все навыки Бланшет направлены на увеличение урона. Первый навык повышает смертоносность войск до 25%, второй увеличивает наносимый урон до 75%, а третий дополнительно усиливает наносимый урон. Помимо этого, виджет повышает смертоносность войск в сборе до 15%. На мой взгляд, это очень хороший герой для медвежьей ловушки, который также отлично показывает себя и в экспедиции. Однако вы должны понимать, что Бланшет это герой фактически на одно поколение. Как я вам говорил уже ранее, в 11-м поколении появляется Руфус из зала героев, который является обязательным героем практически для каждого игрока. Безусловно, Бланшет позволит вам увеличить урон на медведе в рамках 10-го поколения, а ее базовые характеристики заметно превосходят показатели уже устаревшего Брэдли. Но здесь существуют разные подходы к развитию аккаунта. Кто-то предпочитает продолжать играть с Брэдли вплоть до 11-го поколения, экономя алмазы на VIP уровень и другие важные задачи. Кто-то, как и я, берет Бланшет, чтобы раньше перестроить свою игровую тактику и активнее использовать лучников в PvP. В конечном итоге каждый должен принять решение самостоятельно. Если вы готовы играть с Брэдли до появления Руфуса и заменить его уже в 11-м поколении, то это вполне разумный вариант, который позволит сэкономить значительное количество алмазов. Если же, как и я, вы не хотите ждать, то Бланшет станет отличным выбором. Даже после появления Руфуса она не потеряет своей актуальности полностью. Вы можете использовать ее в лабиринте, каньоне и других игровых режимах. Да и в освоении она точно не будет лишней. Ведь периодически встречаются этапы, где требуется сразу 3 сильных лучника. И в таких случаях Бланшет окажется как раз тем героем, который вам нужен. Бланшет я сделал виджет 8 уровня, с упором на экспедицию. Вы можете сделать хотя бы E6 уровень виджета. В 10-м поколении героев я играл 3 раза Морозное Сокровище, и по этой причине мне удалось сделать и виджет более высокого уровня. Теперь давайте поговорим о PvP аспектах и о том, какие составы я использовал в 10-м поколении героев. В экспедиции я играл через 3 основных героев, а именно пехотинца Грегори, лучницу Бланшет и копейщика Фреда из 9-го поколения героев.
При этом я перешел на следующее соотношение войск. 50% пехоты, 20% копейщиков и 30% лучников. Как альтернативный вариант можно играть через Мию, но в рамках 10-го поколения я продолжил использовать копейщиков, поскольку они у меня достаточно хорошо прокачаны по снаряжению и талисманам губернатора. Поэтому для моего аккаунта такой вариант оказался более эффективным. Если говорить про освоение, то здесь можно использовать следующую расстановку. В первом ряду я ставил Грегори и Гато. Во втором слева располагался Брэдли, по центру Фред, а справа Бланшет. Также можно рассмотреть альтернативный вариант, где Фред становится в первый ряд вместо Гато, а во второй линии остаются сразу 3 лучника. Если у вас нет Хендрика, то вы можете ставить Соню из 8-го поколения героев. Но здесь важно понимать, что универсального состава не существует. Все зависит от конкретного этапа освоения, который вы проходите. Где-то потребуется больше урона, а где-то важнее выживаемость и дополнительная защита. Поэтому не бойтесь экспериментировать с расстановкой героев и подстраивать состав под конкретную ситуацию. Иногда даже небольшие изменения позиции одного героя может помочь вам пройти этап, который долгое время не поддавался. Ребята, вот таким у нас с вами получилось 10-е поколение героев. В целом, оно мне очень понравилось. Будь у меня возможность, я бы, конечно, собрал всех 3 героев, но, к сожалению, мой уровень доната это не позволяет. Для себя я сделал приоритет в пользу Грегори. Да, в 11-м поколении его заменит Элеонора, но именно в освоении Грегори показал себя просто отлично. Поэтому я считаю, что он полностью оправдывает все вложенные в него ресурсы, и использовать его можно будет вплоть до 12-го поколения в освоении. Что касается Бланшет, то это герой фактически на одно поколение. Однако для меня она тоже оказалась очень важной. Именно благодаря ей я смог изменить свой стиль игры, активнее использовать лучников и немного продвинуться в освоении, закрыв несколько дополнительных этапов. Плюс она мне усилила урон на ловушке медведя, благодаря своим навыкам и виджету. Даже после появления 11-го поколения Бланшет не станет бесполезной. Она по-прежнему пригодится вам в лабиринте, каньоне и других игровых режимах, где требуется несколько сильных лучников. А вот выбирать между Бланшет и Фрей уже придется каждому самостоятельно. Лично я не могу себе позволить 2 поколения подряд максимально развивать героев из зала героев. Если собирать необходимое количество осколков еще вполне реально, то виджеты – это уже совсем другая история и очень серьезные затраты ресурсов. Но, как я вам всегда говорю, окончательный выбор остается только за вами. Если видео вам оказалось полезным, не забывайте поставить лайк. Давайте наберем 250 лайков, и тогда я обязательно сниму для вас ролик про 11-е поколение героев. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо всем за просмотр, спасибо за вашу поддержку и активность под роликами. Всем удачи в игре и всем пока-пока.